Добро пожаловать во вторую часть из рубрики «Странные сборки Windows», где мы смотрим различные сборки на основе вышеназванной системы, выложенные в публичный доступ на Всемирном архиве интернета или же archive.org, различных сообществах и прочих сайтах. Таких сборок по всему интернету тысячи, и это число, наверное, очень размытое. Сегодня в этом видео мы рассмотрим очередные 6 сборок различной степени ужаса, кривизны, содержания и абсурда. Рассматривая данные сборки за кадром, меня никогда не покидали вопросы. Для чего все это? Для кого это создавалось? Какую аудиторию хотел зацепить автор творения? А может, это вообще один большой троллинг? Если кто не знает или не понимает, как такие сборки вообще можно создавать, то как минимум в эпоху XP можно было использовать Enlight. Такой вариант для обычного человека был максимально простым, разжеванным, не требующим знаний до затрат. С одной стороны, создание сборок очень полезно в рамках своего и только своего ПК, ведь можно уже сразу в сборку не только положить нужный тебе базовый софт и драйвера, чтобы не настраивать это все самостоятельно каждый раз, но и автоматизировать сам процесс вплоть до выбора раздела. Также это, вероятно, будет полезным для корпоративной среды, где компьютеры имеют одинаковые конфигурации и исчисляются десятками, а то и сотнями. Но с другой, посмотрите на название видео. Думаю, самое время приступить к первой сборке. Напоминаю, что я даю только оценочное суждение и не призываю к тестированию этих 6 чудес Enlight. И так-то не только Enlight, ладно? На своих компьютерах. Если вы все-таки хотите протестировать такие сборки, то и ответственность за них вы берете на себя. Впрочем, вы всегда можете высказать свое мнение в комментариях. Первое, что мы рассмотрим, это Windows 11 XP. Microsoft все-таки признала свои ошибки и наконец-таки официально выпустила Windows 11 для навсегда остановившихся в эпохе XP компьютеров. Такие пользователи наверняка очень хотят попробовать новшество последних версий операционной системы. Так бы рассказали в новостях, если это было бы правдой. Да-да, конечно, звучит очень наивно. Да-да-да-да. На деле это все называется как Windows XP for 11 Edition and Russian. И как мне кажется, в названии есть грамматическая ошибка. Everyone makes mistakes. Природа сборщиков удивительна. Автором является вот этот человек с никнеймом, который я даже выговорить не могу. Зайдя на его профиль, мы видим десятки сборок, различные дополнения, бессмысленные сборки XP с вариацией Xspice внутри. Конечно, я против Xspice ничего не имею, программа отличная, сам ей на старом ПК пользуюсь, исправляет большинство старых иконок из эпохи Windows 2000 и добавляет Task Switcher. Но делать из такого сборку... А не легче уж самому программу на чистую систему накатить-то? Мистика. Windows XP for 11 Edition and Russian. Меня это название прикалывает, извините. Весит 1 гигабайт по данным архив.org. Также существует издание этой сборки, Home и Pro. И я профессиональный и уверенный пользователь ПК со стажем 15 лет, 2 месяца, 44 дня, 12 часов и 35 минут, поэтому имею полное право взять Pro издание. Текстовая часть установки не претерпела никаких изменений, кроме верхней плашки. Слово Professional было зачем-то русифицировано. Все основные изменения начинаются после завершения копирования файлов и показа экрана загрузки. К слову, вот он, совершенно простой, а-ля Vista, но чутка скруглили. Внезапно показывается фон из Windows 11 и появляется программа установки. И это все, на удивление, оформлено вполне приятно. Только хочу заметить, что классическая тема из XP вот вообще никак не сочетается с дизайном Windows 11. Может быть, поэтому Microsoft удалила ее из 8 в свое время. В остальном это обычная установка, даже рекламные тексты остались оригинальными, но с добавлением приписки «профессиональная» к Windows XP. Это уже классика. Во время установки будет один забавный момент. На этапе регистрации компонентов система резко нам заявит, что виртуальная память внезапно заканчивается. Хотя на виртуалке сейчас выставлено 512 мегабайт оперативки, и размер подкачки при установке всегда выбран плюс-минус 128 мегабайт. Появляется логичный вопрос, а с каким процессом связано такое резкое потребление? Первоначальная настройка, кроме измененного дизайна, ничего нового не содержит. Музыка стандартная, этапы и помощник со знаком вопроса тоже. Могу поспорить, что вы на серьезных щах никогда его не призывали. После ОБЕ мы слышим родной с XP-шки звук приветствия и попадаем на рабочий стол. Ой.
Кажется, такое расположение рабочего стола я где-то уже видел. Не подскажете? Windows Search, виджеты, окно персонализации – это все я видел в Windows XP Aira, который я уже обозревал в первой части. Но XP Aira была создана другим автором, и теоретически можно для красного словца заявить – это переделка переделки, но сборка так-то на русском языке. А значит, автор мог просто взять весь софт из XP Aira. Однако за переделку иконок, конечно, мое почтение. Тем тут вполне себе много. Очень много. Но все не отличаются только расцветкой. Красная, серая, желтая. И схемой темная и светлая. Курсор и виджеты я видел у Rectify 11, в этом плане тут ничего нового. Автор даже сообщение об окончании поддержки переделал. В смысле его иконку. Из программ установлены игры из Windows Vista, .NET Framework 4, PowerShell, Dependency Walker для просмотра зависимостей .exe файлов зачем-то. Это-то ладно, Dependency Walker еще можно кое-где применить, но для чего здесь программа для интеграции в VMP 11 в образ системы и Microsoft Silverlight в 2024 году? Зато Enlight есть, неплохая щедрость со стороны автора, вау! Открыв окно установки компонентов Windows, я заметил огромный список различных программ и библиотек, которые можно удалить из системы без всякого урона для ее компонентов. Movie Maker здесь не изменен. Справочная система осталась оригинальной. С Outlook Express то же самое. Windows Media Player тут с немного унылым скином, но пойдет. Как итог, хочу сказать, что это выглядит очень уникально и как минимум не так ужасно. Хотелось бы в дополнение отметить модульность в настройках компонентов OS и попытку в пародию под современные версии Windows в виде названия папок. За кадром, когда я тестировал эту сборку, я заметил одну интересную особенность, которую я не учел в сценарии, это вскрылось уже немножко позднее. Если установить эту систему из-под XP-шки на любой другой диск, отличный от C, вот на диске C у меня английская XP-шка, а на диске E у меня как раз XP 11. Если установить ее на диске, условно, он будет отличаться от C, то у нас система установится максимально криво. То есть не будет кучи элементов, персонализация не будет работать, будет выплевываться 0xC4 0.135. И если зайти через DeskCPL, вот, то тут не будет никаких тем оформления, вообще ничего. Даже картинок рабочего стола не будет. То есть будет какая-то BD-BD и все. И что это за фон, непонятно. Но при этом сама система кое-как работает, но она наполовину сломана. Если еще в CMD ввести System.info, то будет написано, что класс не зарегистрирован, и все на этом. Короче, вот такая вот байда. Идем далее. Windows 98 Anime Edition. Специализированная версия Windows 98 Second Edition, созданная специально для любителей аниме-культуры. Это творение было выпущено в 2020 году пользователем под никнеймом MNWare и распространяется в формате ISO-образа, но с одним маленьким подвохом. Вскрыв этот ISO, мы видим дамп жесткого диска и программу Norton Ghost для развертывания этого дампа на свой компьютер. Однако в качестве ПК у меня, конечно же, будет служить виртуальная машина, а именно VMware Workstation. Это никакая не реклама или прочий product placement, ведь эта сборка содержит в себе VMware Tools 7.0 из коробки, что может нам обеспечить максимально комфортный опыт использования. После применения дампа на наш виртуальный жесткий диск и последующей перезагрузки мы попадаем на второй этап установки системы. Нас просят указать имя и организацию, принять лицензионное соглашение, ввести адрес дома, медицинские данные, ключ продукта, все как всегда, да. Ожидаем завершения установки устройств и наконец слышим тот самый звук. На первый взгляд эта сборка вполне оправдывает мои ожидания и свое название. В качестве фона рабочего стола красуется какой-то аниме-персонаж. К сожалению, я не имею понятия, что это за персонаж и откуда он. Пусть мне и нравится аниме, и никаких претензий к этому не имею. К слову, вот мой список аниме, который я смотрел начиная с 2016 года, но не думаю, что могу называться своего рода экспертом в этой сфере. Таких аниме-картинок в сборке очень много. Но чем же еще отличается данная сборка от оригинала, и чем же она странная?
Здесь присутствует некий мастер-программ за авторством некого мастер Гонзала. Различные самописные мелочные программки, игрушки, диспетчер задач и ошибки в коде программы. Это все. В остальном она забита практически до нельзя различными программами. Microsoft Money, программа по уплате налогов в США, Real Player, программы Adobe, America Online, программы Symantec, различные игры от Microsoft в виде Age of Empires и тому подобных, пакет Microsoft Plus, ICQ, Microsoft Home Publishing, Microsoft Streets and Tips, и этот список можно продолжать долго. Как можно заметить, здесь есть доля программ от сторонних производителей, но Microsoft здесь значительно преобладает. Может, надо было это все назвать как Windows 98 Microsoft Programs Edition? Напоминает это все одно сообщество, которое тоже подобным занималось, да еще в юмористическом стиле. Тайцов называлось. Ну ладно, с этой сборкой достаточно. На очереди у нас кое-что легкое. Windows Alphabetas. Забавный фейк, использующий иконки из бета-версии Windows 95, и вполне себе интересный экран загрузки. Основана эта сборка на Windows 2000 и была найдена на OldDOS. Впервые эта сборка была выпущена в сентябре 2005 года на OS Beta Archive от пользователя с немного длинным никнеймом, который вы видите на экране. И если зайти еще глубже, то во время процесса установки я столкнулся с отсутствием некоторых файлов, о чем мне было серому по синему сказано. Отличается невозможностью добавить компоненты в систему, потому что тут ничего нет практически, нерабочим аплетом установка и удаление программ и каталогом WinABCS вместо стандартной WinNT. ISO-образ этой сборки также поставляет с собой и сторонний софт. Windows Messenger 5.1, Microsoft Entertainment Pack, Firefox 1.0.7 и так еще по мелочи. А вот подписка на канал — это никакая не мелочь. Не пропускайте новый интересный контент и поддержите меня как автора. Давайте не будем теряться. Следующей сборкой здесь будет Atlas OS XP, и в ней прекрасно буквально все. Atlas OS существует и не только как очередное странное сборочное нечто. В оригинале это, цитата, «бесплатная модификация Windows, предназначенная для оптимизации, производительности, конфиденциальности и удобства использования». Конец цитаты. Данное коллабное чудо между Atlas Opera и Samsung Galaxy было выпущено осенью 2022 года пользователем с никнеймом Evo K410i CFW. Да, это такой его никнейм, а не модель Sony Ericsson, поэтому, пожалуйста, не путайте. Текстовый установщик, кроме перебитого названия коллабной системы и надписей копирования файлов, ничего не содержит. Экран загрузки и классическая графическая установка — это что-то с чем-то. Меня уже завлекло. Однако, кроме измененных картинок и автоматизации, ничего нет. Самое забавное еще впереди. И вот мы на экране приветствия. Совершается наш первый вход. Долгий первый вход. А знаете почему так? Потому что система не установлена до конца. Надо же еще Windows Update Agent установить, который уже толком ничего нового не найдет. Ведь полная поддержка XP была завершена в 2019 году. Нет бы и Legacy Update поставить, если честно. Далее идет обновление сертификатов и перезагрузка. После всех установок нас встречает вот это. Это прекрасно. Настолько странно, что даже хорошо. Если эта сборка является пост-иронией, то автор, очевидно, добился своей цели. Однако реальных целей не знаем, поэтому продолжаем. Нас встречает окно командной строки, где нам объясняют о настройке обновления системы. Думаете, такое окно будет только один раз? Нет! Оно будет каждый раз при входе в аккаунт, так как этот скриптик лежит в автозагрузке. На рабочем столе мы видим верхнюю панель, которая работает на RocketDock, значки «Мой компьютер», VLC и MyPal с иконкой Firefox. Примечательно еще видеть ярлыки выключения и перезагрузки. Они здесь не зря. А почему, узнаете потом. Тема оформления здесь выглядит вот так. Полурак, полу из фонов рабочего стола здесь есть фирменная картинка и стандартная безмятежность. Скринсейверы остались на месте. Окна работают на True Transparency, мы ее рассматривали раньше. Прозрачность панели задачи держится на Wheezy Shadow, Uber Icon с плагином подпрыгивания иконок. А теперь самое интересное. Почему по системе размещены ярлыки выключения и перезагрузки? А потому что стандартные способы-то не работают.
При нажатии выключения в меню «Пуск» вызов окна не осуществляется. Проблема, скорее всего, в кривом редактировании Shell 32. Стандартные игры не удалены, уже неплохо, ведь сборка-то игровая, ну и добавлены новые. Super Mario Forever и Metal Slug X. Следующая странная сборка называется Windows Visual English. Сборка, судя по копирайтам, выпущена в 2019 году пользователем Мастер Гонзало. Да, том самым, который сделал программу для другой сборки Windows 98 Anime Edition. Скорее всего, автор просто практикуется в программировании и делает мелкие проектики. И большие сборочки. Ладно, сама сборка выложена в формате ISO размером 38 мегабайт. Запуская SIS под образом, мы видим запуск DRDOS и программу PowerQuest Drive Image 2002. Да, опять дамп жесткого диска. Да, опять надо разворачивать все самостоятельно. Было бы забавно, если бы данная сборка имела графическую программу установки, как это было в Windows 97. Здесь даже и рассматривать нечего. После развертывания образа и первого запуска нас встречает своя замена диспетчера программ. Windows Visual. Здесь нам предлагается калькулятор, стандартная панель управления и файловый менеджер, нерабочий браузер в виде Netscape, потому что в системе сети-то нет, блокнот, пинбол, тоже нерабочий, так как тут нет видеодрайвера и у нас всего лишь 16 цветов, стандартная косынка и write. То есть, после установки этой сборки еще придется мучиться сетью и видео. Не, ну фигня какая-то получается. Особенно когда еще понимаешь, что перед тобой в этой замене диспетчера программ только некоторые элементы. А за ширмой прячется полноценная 3.1 со всеми стандартными приложениями и оригинальными диспетчерами, что неплохо мне так подкинуло лулзов. А, да, тут еще и полноценный Visual Basic в комплекте, я сразу и не заметил. И наконец, мы плавно переходим к сборке на основе Windows 7. Создать сборку здесь становится уже чуть проще, благодаря появлению более обширного количества инструментов, как стороннего, так и встроенного. А если процесс производства упрощается, то готовых творений становится еще больше. Windows 7 Titanic Edition. Сборка была собрана 1 июня 2016 года. В этой сборке нас встречает вполне себе люксовый установщик. Все в золоте, по-богатому. Заголовок содержит золотую иконку сердечка с названием Install Titanic Edition и кнопку «Закрыть» в виде значка радиоактивной опасности. Все очень серьезно, раз уж решили ставить, то, извините, выхода нет. Процесс установки тоже переделан. Благодарность за выбор, указание авторства, измененные статусы, логотип Apple вместо галочки. Еще раз, все очень богато. Если открыть WinVer, то нам золотым по белому гордо скажут: Windows 7 Titanic Edition by Габер Самир. И внизу есть ссылка на Facebook. Страница из этой плашки, кстати, до наших дней не дожила. ОБЕ данной сборки тоже подверглась изменениям. Во время подготовки к первому запуску нам покажут ссылки, контакты автора и двух людей, с которыми, кажется, эту сборку и сделали. Нас просят вписать только юзернейм, ведь имя компьютера за нас уже вписали. Далее попросят установить пароль. Я от него откажусь и... все. Остальные настройки уже вписаны до нас. Экран приветствия вполне себе симпатичный. Если скрыть логотип, тут даже колесико поменяли. Неплохо так автор запарился. Что-то оно долго запускается. А, мешает Леонардо Ди Каприо, который хочет нам что-то сообщить на арабском. По данным переводчика Google здесь сказано следующее, цитата. «Я разработал эту систему, чтобы предоставить пользователю комфорт, простоту, организацию и точность при загрузке системы вместо выполнения множества сложных шагов, которые затрудняют загрузку системы». Яндексовский же переводчик мне просто выплюнул из всего текста «загрузить систему регулирования». Далее тут присутствует кнопка «Информация» и «Начать установку». Первая кнопка рассказывает все об авторе сборки, я лучше здесь не буду это показывать. Если раскрывать опыт сборки, то раскрывать с песней. Давайте пройдем установку до конца. Дизайн просто невероятен, софтвейер не даст соврать. И это даже пошло нам на пользу, изменился экран загрузки. После установки VMware Tools, нескольких ошибок перед перезагрузкой и самой перезагрузки, перед нами появляется полностью готовая система. Ой,
Что ж, эта невероятная богатая сборка содержит в себе по стандарту. Во-первых, лицо автора сборки. Он будет всегда на вашей док-панели, контекстном меню, свойствах системы, даже как отдельное приложение. Во-вторых, щелкнув правой кнопкой мыши по рабочему столу, мы увидим множество инструментов для облегчения наших поставленных задач. А правая кнопка мыши по компьютеру нам дает возможность зайти в редактор реестра и выключить ПК по заранее заданным шаблонам. Жаль, кофе варить не умеет. Мне, кстати, тут понравилось, что пункт Windows Support имеет иконку Ubuntu. В панели управления даже не стыдятся снова напомнить, на какой вы системе. А я-то напомню, Windows 7 Titanic Editoin. В-третьих, здесь есть множество игр, как на основе Flash, так и обычных. Стандартных тут нет. Далее могу отметить некое приложение 3D Titanic, которое у меня не запускается, и, наверное, это даже к лучшему, учитывая, какое бравище я уже здесь увидел. И это я еще до кастомизации интерфейса не дошел. Кстати, о ней. Из уникальных виджетов тут можно отметить часы Rolex, индикаторы батареи, нагрузки и регулятор громкости. В плане тем здесь тоже все очень богато. Ferrari, Forza Motorsport, Infinity. Ну и о других вещах бизнесмена не забываем. Лисички, котята, женщины, пальмы и так далее. Тут более 30 тем. Стандартная звуковая схема заменена на схему из темы Community Showcase Aqua. Помню эту тему, в 2015-м скачивал еще с сайта Microsoft для своего старого ноутбука на 8.1. Поэтому я эти звуки узнал сразу. Иконки, как уже можно заметить, тут изменены на золотистые. Internet Explorer даже от такого покраснел. В стандартную поставку этой сборки входит самописная программа Titanic Tools. Без комментариев. Почему окно в виде планшета? Почему все самописки здесь в виде планшетов и мониторов? Видимо, разработчик поклоняется высоким технологиям, раз уж настольные компьютеры уже не в теме. И как же такая сборка может обойтись без собственного VPI с актуальным софтом и соответствующими скинами? В общем, все. Я уже даже не знаю, что можно сказать дальше. Разве что только одно. Что можно сказать в качестве итога? Как я уже сказал в начале, таких подобных сборок в интернете тысячи. Что-то бывает вполне себе красивое, что-то вполне уникальное, а что-то настолько коллаборативное, что, наверное, сами компании даже не знают о том, где они принимали участие. Однако их всех объединяет один факт. Они кажутся странными, непонятными и очень сильно выделяются в результатах поиска различных архивов. Все же будем честны. Вот это для чего-то существует. О таком, наверное, можно говорить бесконечно. Вероятно, продолжение следует. А что вы думаете об этом? Пишите в комментарии и участвуйте в вопросах в моем телеграм-канале. На этом пока все. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, ведь вместе интереснее, и давайте не будем теряться. Огромное спасибо донатерам, поддерживающим канал, и всем остальным за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья!